Самая простая, всесезонная нейтральная капуста. Прекрасная основа для самых разных салатов. Готовьте их хоть каждый день, и ваши обеды и ужины никогда не будут скучными. Для этого видео я подобрала два совершенно разных рецепта из простых ингредиентов. Но готовить вы их сможете абсолютно из любой капусты. Из белой, красной, молодой или пекинской. Один салат будет сытным, а второй легким и ярким. Сохраняйте себе эту подборку и пускай вам будет вкусно. Всем привет! Много рецептов салатов не бывает. Меня зовут Галина Артеменко, и сегодня на моем канале очередное салатное видео. Предлагаю взять обычную капусту, на ее основе немного пофантазировать и сделать себе вкусно. У меня здесь белая капуста и красная, та, которая была в моем холодильнике. Вам предлагаю взять ту, которая есть в вашем. Для этого салата возьмите 500-600 граммов капусты, одну банку красной фасоли, 250-300 граммов любой варено-копченой ветчины. Также возьмите 2-3 маринованных огурца и 5-6 веточек петрушки. Для заправки потребуется 100 граммов сметаны и 100 граммов майонеза. У меня, конечно же, домашний, ссылка будет в описании. 1 чайная ложка пищевых дрожжей, опционально, а также соль и перец. Ветчину нарежьте соломкой толщиной 3-4 мм. Вы можете взять абсолютно любую варено-копченую ветчину. Я использую куриную. Маринованные огурцы придадут салату пикантность и будут отлично сочетаться с копченым ароматом. Их тоже нарежьте соломкой. Петрушка придаст вкусу салата свежести, ее порубите. Отправляйте нарезанные ингредиенты в глубокую миску. Добавьте к ним красную фасоль, предварительно слив с нее жидкость и слегка ее промыв. Нашинкуйте капусту. Можно сделать это вручную или при помощи шинковки. Ну а я воспользуюсь своим любимым помощником – комбайном. Получается очень быстро. Отправляйте капусту в миску к остальным ингредиентам. Приправьте салат солью и перцем. Недавно у меня появились электрические мельнички для морской соли и перца. Это очень удобно. Добавьте пищевые дрожжи. Эта добавка не обязательна, но мне очень нравится, как они дополняют вкус, придавая ему легкие сырные нотки. Теперь заправьте салат. Добавьте в него сметану и майонез. Тщательно перемешайте. На моем канале салатов много, ссылки на несколько последних рецептов я оставлю для вас в описании к этому видео. Если же вам этого будет мало, прогуляйтесь по каналу и выберите для себя что-нибудь особенное. Для яркого салата возьмите 600-700 граммов капусты, 1 банку кукурузы, 300 граммов зеленого горошка, 1 сладкий перец и 1 красную луковицу. Для текстуры и насыщенного вкуса возьмите 100 граммов подсолнечных семечек. Для заправки потребуется 6 столовых ложек растительного масла, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 столовая ложка неострой горчицы, соль и перец. Первым делом я подготавливаю горошек. Прямо замороженным я отправляю его в кипящую воду и варю с момента закипания в течение минуты. После чего его нужно обдать ледяной водой, чтобы сохранить яркий цвет. Приготовьте заправку. В банку выжмите сок из лимона. Я делаю это через сито, так как лимон попался костлявый. Добавьте горчицу, она поможет заправке сэмульгироваться. Влейте растительное масло. Щедро приправьте солью и перцем. Закройте банку крышкой и хорошенько взболтайте смесь, пока она не станет однородной. Нашинкуйте капусту. За меня опять это сделает мой комбайн. Как я уже говорила, для обоих салатов можно использовать любую капусту. Отправляйте капусту в глубокую миску. Добавьте к ней кукурузу и горошек.
Красную луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Перец нарежьте соломкой. Я специально взяла перец красного цвета, чтобы салат получился очень ярким. Лук и перец отправляйте в миску к остальным ингредиентам. Всыпьте в миску семечки, я их предварительно слегка подрумянила на сухой сковороде для более интенсивного вкуса. Влейте в салат заправку и тщательно вымешайте его. Ссылку на 2 больших видео с заправками для салатов я оставлю в описании. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Для вас это всего один клик, а для меня это очень приятно. Подписывайтесь, в следующем видео вас ждет кое-что особенное. Чтобы не пропустить, нажимайте на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».